Условия на условии. Москва и Киев обменялись заявлениями. Что известно о таких заочных переговорах на расстоянии? Убийство сотрудника ТЦК и нападение на военкоматы в Украине – большой скандал. Военные предупреждают о новых терактах, организованных ГРУ РФ. Узбекистан меняет маршрут. Почему авиакомпании облетают Россию и сколько денег выделил Европейский Союз на восстановление земель в Аральском море? Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Взрывы в зданиях ТЦК и убийство представителя ТЦК – одна из главных тем для обсуждения в Украине. В офисе генерального прокурора Украины уже отчитались, завели уголовные дела и объявили о подозрении в убийстве двум жителям Полтавской области, которые причастны к расстрелу сотрудника ТЦК в Полтавской области. Напомню, что это резонансное событие произошло пару дней назад. Мобилизованных везли в учебку, была остановка на АЗС в городе Пирятин, это Полтавская область. Там внезапно к одному из ТЦКшников подошел мужчина с ружьем, потребовал отдать оружие и выстрелил, когда ему отказали. Представитель ТЦК умер, в полиции называют его военнослужащим. В тот же день в Ровенской области прогремел взрыв в здании местного ТЦК, погиб один человек. Пострадало 6. Сухо отчитались полиции. Больше никаких подробностей власти не предоставляли и никак не комментировали данное событие. Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый призвал украинскую власть к жесткой реакции на произвол против военных. Далее я процитирую. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей мы получим еще больше убитых в тылу побратимов, в других городах, в других кварталах, на заправках, в супермаркетах, подъездах, на улицах, которые мы называем именами героев, написал Драпатый в Фейсбуке. В воскресенье еще произошел один взрыв, но уже у здания в Павлограде, у здания ТЦК, это Днепропетровская область. Ранен мужчина, по предварительным данным, это военнослужащий. При каких обстоятельствах это произошло, не ясно. Народные депутаты Украины и военные, и, собственно, обычные граждане Украины активно сейчас обсуждают эти события в соцсетях. Кто-то пишет, что подобных взрывов будет еще больше, и за такими инцидентами стоит ГРУ РФ и ФСБ России. Кто-то считает, что эти действия украинцев, которые не согласны с методами мобилизации, в частности с бусификацией и выловом мужчин на улицах. Напомню, на днях Зеленский говорил и о потерях ВСУ, и о том, что сейчас остро стоит вопрос демобилизации. Но он также сказал, если половина армии пойдет домой, то надо было в первый день сдаваться. И в таком случае Путин нас всех убьет. Это была цитата. А что вы думаете о событиях и нападении на ТЦК? Пишите в комментариях. Зеленский бросает вызов Путину, а Путин Зеленскому. На минувшей неделе Киев и Москва вели дистанционные переговоры. В Кремле твердили то, что и ранее. Готовы к переговорам, но Зеленский нелегитимный и вообще должен отменить запрет на переговоры с Путиным. В Киеве ответили, запрет вводили, чтобы остановить сепаратизм в начале полномасштабного вторжения. Путин продолжил, с Зеленским невозможно подписывать документы, иначе они тоже будут нелегитимны. Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Да, вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения,
Пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Зеленский накануне ответил, что Путин будет всячески затягивать с переговорами, будет придумывать разные причины и вообще он боится говорить с Украиной напрямую. Ему нужен Трамп. Русські не хочуть закінчувати війну справедливо. Русські хочуть закінчити руйнації української свободи і незалежності. Це не пафосні слова, це їх бажання і ціль. І коли я кажу, що вони не досягли своїх цілей, вони головного не досягли. Не зруйнували незалежність України. Україна є, стоїть, слава Богу. Зеленский предупредил, что обсуждение судьбы Украины без ее участия – это прямая угроза для всех. Кроме того, интересную тему поднял на этой неделе испанский министр иностранных дел. Он сказал, что сейчас, судя по всему, мира хочет только Зеленский, потому что Украина создала мирные планы, провела мирные конференции и говорит о мире. А Путин ничего этого не сделал. К тому же, напомню, Украину продолжают бомбить ракетами и дронами. Так, кто хочет мира на самом деле? Дайте свой ответ в комментариях под этим видео. Российское небо – зона риска. Минтранс Узбекистана официально рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов через территорию России. Теперь все рейсы в Европу выполняются по альтернативному маршруту через Азербайджан и Турцию. Это решение продиктовано не просто осторожностью, а реальной угрозой безопасности. Причина очевидна. Москва не может гарантировать неприкосновенность гражданской авиации. Доказательство тому – это трагедия с самолетом Embraer авиакомпании «Азал», который был сбит российской ракетой комплекса ЗРК «Панцирь С-1» над Чечней. Напомню, что в результате катастрофы погибли 38 человек. Самолет долетел до Казахстана и там упал. Среди погибших граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. К слову, российские исследователи признали вину своей страны лишь формально. Дальнейших действий со стороны РФ нет. Требования Ильхама Алиева о принесении извинений и компенсации ущерба за авиакатастрофу в Актау до сих пор остаются без ответа. Обычно компенсации в таких случаях составляют не менее 170 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира. В Узбекистане могут сократить срок заключения тем, кто читает книги. Заключенным, которые отбывают наказание, не подлежащее сокращению, могут сократить срок на 3 дня за каждую прочитанную книгу из специального списка и за сдачу экзамена. За год можно прочитать не более 10 книг. По мнению авторов законопроекта, это поможет улучшить исправление осужденных. В законопроекте также говорится, что осужденным будут давать шанс сократить срок наказания, если они покажут, что хотят исправиться, например, будут читать книги и развиваться. Кроме того, если закон примут, авторы рассчитывают привить любовь к чтению, улучшить поведение заключенных и дать возможность получить духовное развитие. Список книг для чтения составит Республиканский центр духовности и просветительства. Европейский Союз выделил Узбекистану 8,8 миллионов евро на восстановление земель в бассейне Аральского моря. Портал Уздейли.уз пишет, что в 2025 году Европейский Союз запустит в Узбекистане экологический проект, направленный на восстановление деградированных земель в нижнем бассейне Аральского моря. Инициатива станет частью программы ЕС, которая называется «Зеленая Центральная Азия», которая сосредоточена на решении проблем, связанных с водными ресурсами, энергетикой и изменением климата в регионе. Особое внимание, пишет издание, проект уделит Каракалпакстану, региону, наиболее пострадавшему от экологических последствий сокращения Аральского моря. Финансирование обеспечат французское агентство развития и Европейский инвестиционный банк, а общий объем грантовых средств составит практически 9 миллионов евро. Деньги пойдут на создание защитных зеленых поясов на границе с сухим дном Аральского моря, а также на посадку деревьев и кормовых растений, передает издание. В рамках программы Узбекистан подпишет кредитные соглашения на 30 миллионов евро каждое. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Мне приятно, что вы нашли время посмотреть, поставить лайк и поучаствовать в обсуждении. Если вы здесь,
Значит, вам действительно интересен этот контент. Чтобы всегда быть в курсе важных новостей, подписывайтесь на наш канал. Ваша поддержка вдохновляет и дает силы двигаться дальше. Если вы хотите внести свой вклад в развитие канала, то можете оформить спонсорство или нажать кнопку «Спасибо». Любая помощь ценна и важна. Благодаря вам выходят новые видео, и я искренне благодарен каждому, кто поддерживает проект. До новых встреч, друзья!